Привет, друзья! Наконец-то мы с вами добрались до Model Y. Ну, мы их часто показываем, но здесь важно рассказать все отличия, всех годов, описать все разнообразие этого автомобиля одного, который не только видоизменялся технически, но и также выпускался в разных комплектациях, и в разные годы это были разные комплектации. Эту машину можно встретить с одним двигателем, с двумя двигателями, с батареей литий-ионной, LFP, с урезанной литий-ионной батареей, с урезанной литий-ионной батареей, но на самом деле нет, она урезана только цифровым способом. В общем, разнообразие большое, машина одна, но какую из этого разнообразия выбрать, непонятно, тем более, что это самая популярная машина в наших широтах. Именно дорестайлинговая Model Y. Это самая популярная машина в нашей семье. И главное, я покажу те машины, которыми мы пользуемся, которым пользуется сервис здесь, которые мы даем в подмену, какие из них беспроблемные, какие уже доставили огромное количество неудобств. И я покажу ту машину, которую месяц назад я отправил в Украину, свежекупленную, тоже дорестайлинговая. Все, начинаем. Значит, первая у нас это машина 2020 года. Среди этих машин таких нету. Это первые версии, они были с одинарными стеклами. И главное, что вам надо понимать, надо избегать перформанс-версию 2020 года, потому что она не только шумная, но еще и жесткая. Очень жесткая. Просто проходите мимо. Следующая версия 2021 года. Уже первые появляются двойные стекла на передних дверях. Также появляются матричные фары. Вот эта матричная фара. Не путайте с LED-фарами. LED-фары везде. Эта машина 2021 года. Это машина та, на которой мы ездили через всю Калифорнию. Посмотрите обязательно видео. Мы к ней будем возвращаться часто, потому что, в принципе, мне конкретно эта машина нравится. Она 2021 года, у нее не матричные фары. Можно, конечно, их сюда поставить, в этом проблемы нету. Но как-то не доходят особенно руки. Ну и на этом моменте, когда за мной мини-копарт, хочется сказать, что если вы хотите разбираться в Теслах не по нашим видео, а воочию, самостоятельно, можете присоединиться к нашей команде, ссылка в описании. Ну, приобрести автомобиль, отправленный к вам прямо в любую точку мира, тоже ссылка в описании. Главная конструктивная особенность, кроме двойных стекол, это еще и наличие задней цельно литой части. Вы вряд ли будете это ощущать, но в целом я верю, что это привносит определенный комфорт в использовании автомобиля. Этой Model Y чаще всего пользуюсь я. То есть эта машина у нас в семье, ездит на ней Алена, и на мой взгляд это одна из самых лучших версий, которая мне попадалась. Причем я ее немного улучшал, но я уже точно не помню что именно. Обратите внимание, что фары здесь без линзы, потому что я не увидел необходимости поставить сюда именно линзовые фары. Здесь была старые карты дверей без вот этих вот штук. Карты дверей точно влетали, потому что здесь они с ворсом уже, как в последнем поколении. И это было сделано не потому, что я фанат ворса, и мне хотелось его здесь иметь, а потому что машина попадала в аварию. Местный житель пытался ее выбить с дороги. У нее было процарапано две двери. И напишите в комментарии, если вам интересно услышать мой опыт с авариями на территории США и как эта машина с ее видеонаблюдением постоянным помогла мне сэкономить минимум $8000. Был добавлен спойлерочек, но причина добавления спойлерка такая же простая, как и добавление тюнинга в середину. Если кто-то въедет в крышку багажника, то ремонтировать крышку багажника со спойлером намного дороже, чем без спойлера. И я, вы знаете, часто говорю про колеса, потому что для меня это важно. И здесь вот стоят самые большие колеса от версии Performance, хотя машина не Performance. То есть она достаточно высокая и достаточно мягкая, чтобы ездить на этих колесах. И я считаю, что это must-have для этого автомобиля, потому что это единственное, что исправляет его внешность с точки зрения пропорций. 22 год. И главное обновление — это комфортная
подвеска. Мы ее никак не покажем, покажем только колеса. Я не понимаю, как показать комфортную подвеску. Такую историю с заменой колес на 21 мы практикуем и даже на тех машинах, которые мы даем клиентам. Вот, казалось бы, машина клиенту, но она симпатичная, с 21 колесиками. Выглядит наряднее. Давно не виделись. Ну, совет отличный. Взять Model Y, не перформанс, обычную, и поставить на нее 21 колеса, чтобы она была красивая. Именно по этому пути год назад я пошел, купил Model Y 21 года, проехал на ней за год 80 тысяч. Много. И это было самым дорогим решением, наверное, за последний год. Объясню. Я тоже считаю, что Вайка не супер красивая, ее может спасти только колесики, какой-то спойлерочек симпатичный, что-то подобное. Колеса на 35-м профиле лупашатся просто как попкорн. У вас вообще нету шанса на ошибку, на то, чтобы пропустить какую-то ямку или люк. Я чего тут эти диски поставил? Потому что у меня весь гараж в дисках и в покрышках 275-х, 255-х, на 21-20 колеса. Зимние 20-е. С ними чуть-чуть получше, но их тоже 6 штук лежит в гараже. И вот этих 21-х лежит штук 8. 2 затоталенных, остальные я уже не понимаю просто, как они появляются, потому что меня по имени знают буквально на каждой шиномонтажке города и округи. И когда вы влупашиваетесь в яму где-то на трассе на этих колесах, ни на какой близлежащей шиномонтажке не будет 35-го профиля 255, 35, R21 или что-то подобного. Тут самый страшный выбор: красиво или эффективно. Эффективности в этих колесах нету абсолютно. Да, не все научились ездить на больших колесах с 35-м профилем, с учетом того, что здесь 35-й профиль на самом деле не очень честный. Так как шины идут домиком, мне кажется, что реальный профиль здесь, ну, ближе к 30-му, 25-му. Чем выгоднее ставить 21 колеса на long range, в отличие от приспортивной перформанс-версии. Кроме того, что там более заниженная жесткая подвеска, здесь еще эта подвеска чуть выше. И какой плюс мы из этого имеем, кроме мягкости? То, что шины у нас в середине, они не так быстро кончаются, так как на перформанс-версии. То есть у них угол более ровный, потому что перформанс-версии они еще больше стоят домиком. Все колесо стоит домиком именно сзади. По минусам этого автомобиля. 21 год – это не то, что, в общем-то, хочется сейчас рекомендовать, потому что почему-то именно 21 года машины имеют частые проблемы с батареей. Имбаланс так называемой батареи – это то, что прям регулярно встречается, и в Украине это боль. Огромное количество этих машин, троек и ваек именно конца 20-21 года. Там что-то они, скорее всего, поменяли с химией или что-то нахимичили так, чтобы эти батарейки кончались. В 2021 году уже начинают появляться очень редко, но стандартные версии этого автомобиля. Стандартная версия, она здесь у нас стоит в сторонке. Почему она стоит в сторонке? Потому что она готова ехать на замену компьютера. Вам не показалось, мы ее будем вести в Tesla сервис. Очередной раз она будет ремонтироваться по замене компьютера. Почему так происходит? Не очень понятно. То есть здесь компьютер первого поколения, не Ryzen, это стандартная версия. И по большому счету, без замены компьютера даже, это достаточно проблемная машина сама по себе. Я объясню почему. Во-первых, в ней урезанная литий-ионная батарея. Она легкая. И подвеска, по всей видимости, здесь стоит такая же точно, как и на полноразмерной батарее, которая пригружает подвеску больше. Соответственно, если вы ставите более легкую подвеску, она имеет такую вот неприятную прыгучесть. И в результате эта машина менее комфортная. Когда я говорю дискомфортно, это настолько дискомфортно, что вы прям обращаете на это внимание. Отсутствие комфорта – это не единственная вообще проблема. Так как у нас всего один двигатель, и он нагружен достаточно крупным автомобилем, то заканчиваются у нас и элементы ходовой, такие как полуоси, и подвеска на заднем подрамнике начинает поскрипывать и требовать внимания. И заканчивается еще и двигатель. То есть несколько у нас было таких машин,
которые требовали уже замену двигателя, и редуктор в них почему-то, один двигатель, машина тяжелее, чем Model 3. Редуктор в них начинает поклацывать. И слушайте, слышите? Звук вот этот. Притормаживаешь, нажимаешь. Да, именно так некомфортно, как я запомнил. Все так и есть, ничего не придумано. Long Range Performance, LFP, любая машина будет комфортнее, чем стандартная Model Y с короткой батарейкой и с одним двигателем. Это просто что-то они не рассчитали. Мне кажется, на этой машине просто никто не ездил. И это еще не все. Батарея, дело в том, что вот эта вот как раз урезанная, короткая батарея mid-range, она еще имеет какие-то дефекты. Может, это субъективно, потому что я смотрел статистики, вроде как какой-то огромной проблемы или какого-то особенного внимания эта батарея не привлекла. Но в наши сервисы часто попадает, может, это просто самая популярная Model Y, и большое количество ее купило людей. Но, в общем, к нам обращается по замене именно этой батареи, потому что она вылетает из строя и на тройках, и на вайках. Они выходят из строя. То есть, в принципе, по количеству проблем, вот эта вот, казалось бы, самая дешевая, самая практичная версия собрала, по-моему, полный джекпот. Более странные машины, наверное, не найти. Ну или напишите в комментариях, если ваша Model Y каким-то образом вам добавила больше неприятностей, чем может принести конкретно эта заднеприводная версия. Пока с вами общаемся, привезли еще одну машину и сгрузили на заезд нашим соседям. Но мы здесь уже потихоньку все заняли. Здесь все загружено автомобилями Tesla, поэтому просто запихивает туда, куда можно. И ходовая на Model Y, на мой взгляд, работает лучше все-таки с двумя двигателями. Поэтому я бы избегал любых заднеприводных версий с короткой батареей, особенно с длинной батареей Long Range. Они тоже периодически появлялись, и в Juniper версии они есть. И это очень популярная машина, кстати, в Juniper версии. И в версии LFP тоже не самый лучший вариант. Если вам попался хороший экземпляр, вы знаете, где она ездила, у нее небольшой пробег, это аккуратная, приятная машина, в принципе, можете пробовать. Но если вы покупаете с рынка, лучше брать то, что обычно вы стараетесь взять. Это полноприводную, не перформанс, просто полноприводную версию 22-го, лучше конца 22-го, 23-й, 24-й год. Это вот то, что надо. Итак, мы с вами определились, какую машину точно не покупать, а какую же в итоге покупать. Ну, очевидно, и этот вывод на поверхности, что стоит рассмотреть машину, чем новее, тем лучше. И вот она, Juniper. А здесь у нас еще прекрасный вариант, гляньте какая. Ну, не все по задним фонарям отличат эти автомобили, но это у нас самая дешевая версия. Эта машина у нас уже была на канале, мы ездили с ее владельцем и как раз сравнивали с предыдущей, стоит ли покупать или не стоит. А этой машины еще не было. Допишите, если хотите ее увидеть, потому что надо набраться энтузиазма для того, чтобы провести ее тест-драйв. Я не понимаю, за что лично мне зацепиться. Но вообще в сервисных парках, я думаю, машина это будет супер интересно, потому что она упрощенная версия, но такая же практичная. Еще большое количество людей пожилых покупает именно такие автомобили, потому что они тоже упрощенные, ими проще пользоваться. И, соответственно, зачем платить больше за то, чем вы не пользуетесь? Ну, то есть, многим пожилым людям все равно на тот лайтбар впереди. Я еще не пожилой, но мне тоже все равно. Мне дизайн морды этого автомобиля больше нравится. И надо убедиться, настолько ли он комфортен, как самая дорогая премиальная версия. Вот этот весь прекрасный лайтбар, вот эти вот фары и все это вместе с бампером стоит намного дороже, чем то, что в предыдущей версии. Почему я это говорю? Потому что многие из вас захотят купить эту машину на аукционе. И при даже одинаковой цене на аукционе, хотя эти машины, естественно, дороже, потому что они новее, но даже при одинаковой цене сложить морду этой машины и предыдущей, ну это разные вообще балансы по бюджету. В бамперах без протроников самое прекрасное то,
что их намного легче ремонтировать, проще ставить, и, на мое удивление, это ни капли не отразилось на вашем комфорте. То есть нет проводки, нет дополнительных девайсов, ничего не глючит, если вы заклеили пленкой все это дело. Это прекрасно. То есть отсутствие парктроников, и как Tesla их легко потеряла, без никаких проблем, это прям... Это одно из тех нововведений, которые должен перенять весь автопром. Еще важно понимать, что перехода такого глобального со старой морды на новую нету, потому что это плюс-минус один и тот же автомобиль, который перелицевали. Вы покупаете, по сути, новую внешность, так как это много лет делали другие автопроизводители, потому что батарея у нас та же самая, двигатели у нас те же самые, и все улучшения, которые были в этом автомобиле, они касаются комфорта, салона и так далее. И многим людям это важно. И я считаю, что если вы хотите купить такой автомобиль, не сдерживайте себя, это лучший выбор. И вот последнее приобретение в нашу семью, последняя Model Y, которая влетает к нам в пользование. Значит, это по счету уже 4-я, потому что это папе, а у папы одна есть, одна еще у брата, одна у Алены, и вот какая она. Смотрите внимательно. Вот по сути, одна из причин, почему эта машина уезжает сейчас к моему родителю, потому что цельная литая морда. Бампер, подкапотка и крыло лежат в середине. Почему пришлось это все запихивать в середину? По той причине, что у нас трутни ввели снова налоги на завоз электромобилей. Я, кстати, с самого начала выступал за то, чтобы налогов ни на завоз электромобилей, ни на завоз автомобилей никаких не было, потому что мы слишком бедная страна, чтобы платить такие высокие налоги. Но за меня вы не голосовали, я и не выставлял свою кандидатуру, поэтому еще рано. И имеем то, что имеем. Имеем налоги, и поэтому надо подстраиваться и делать машину, ну, такую, как примерно она была на аукционе. Она была ударена в бампер и крыло, поэтому мы сняли бампер и сняли крыло. Все остальное повесили на стяжечки. Все это, в принципе, должно держаться и додержаться до того, как я машину довезу. Это у нас Long Range, 2 двигателя. Об этом теперь тоже надо сказать, потому что это современные Long Range у нас бывают и с одним двигателем. Да, диски. У папы сейчас перформанс машина, у него 21-е диски. Я оставил, точнее, они на ней были, 19-е колеса. По той причине, что, скорее всего, он поставит сюда колеса от своей перформанс. А может быть, продолжит ездить на этих. Но это самый мягкий вариант автомобиля. Вот с этой подвеской 23-го года и с этими колесами это самый мягкий вариант, который только можно себе представить. Поэтому, если суммировать, отдал бы я свои личные деньги за Juniper, за тот комфорт, который он дает, или Uniper, по сравнению с тем автомобилем, которым мы пользуемся в семье, ну, я лично нет. Потому что мне кажется, что ты не получаешь настолько больше комфорта. Потому что примерная стоимость этого автомобиля на рынке около в 2 раза дороже, чем того автомобиля. И вот в 2 раза больше комфорта я не получаю. Больше фишек, которых я могу показать, там, обдув сидений, еще какие-то вещей, которыми, в принципе, удобно пользоваться. То есть абсолютно бесполезных опций Tesla не добавляла. Но стоит ли это дополнительных $20 000, я не уверен. В общем, я надеюсь, что вы немножко распутались с точки зрения Model Y, уже поняли, что надо покупать, чего нужно избегать, почему чего-то нужно избегать и кому надо обращаться. Ссылка в описании, чтобы вам эту машину довезли. И если вы ищете работу, если вы находитесь поблизости от одного из наших сервисов, тоже обращайтесь, ссылка в описании. Будем видеться, либо работать вместе. Все, увидимся, пока.